В этом городе за красивыми фасадами вершат правосудие над разными государствами, военными преступниками, а короли работают без заборов и охраны. Это, наверное, самая красивая ложь, которую вам ежедневно продают глянцевые путеводители. Потому что за этим глянцем прячется совсем другая Гаага. Город, где за красивыми картинами скрываются деньги работорговцев. Старинные тюрьмы помнят дикие расправы над министрами, а под песчаными дюнами до сих пор прячутся шрамы войн. Сегодня мы проверим город на прочность. Правда, давайте забудем про открытки и узнаем, чем на самом деле живет столица мира, когда выключаются камеры ООН. Когда вы приезжаете в Гаагу, город кажется воплощением европейской мечты. Старая ратуша – место, где голландцы до сих пор женятся и празднуют юбилей. Идеальная плитка, атмосфера уюта, абсолютное спокойствие, но туристы обычно видят только фасад. А мы здесь, чтобы проверить город наизнанку. А задумывались ли вы, почему мировой столицей права стала не величественная Франция, не богатая Англия, а крошечные Нидерланды? А потому что на рубеже веков хитрые голландцы поняли, пока гигантские империи вроде Германии и Британии неизбежно катятся к мировой войне, нужно занять пустую нишу глобальных миротворцев. Гаага предложила себя в качестве нейтрального арбитра, места, где правила игры диктуют не пушки, а юристы. Вот он, главный символ этого статуса. Дворец мира, сердце Международного суда ООН, где страны до сих пор решают территориальные и глобальные споры. Выглядит монументально и очень благородно. Но за чей счет банкет? И как вы могли догадаться, этот дворец был построен вовсе не на пожертвования. Его профинансировал один человек – американский стальной магнат Эндрю Карнеги. Представьте, он был миллиардером, и его корпорации в США жестко, с применением оружия и войск подавляли рабочие забастовки, выжимая из людей все соки. Иронично, главный храм мира во всем мире был построен на деньги, заработанные на жесточайшем промышленном капитализме. Он был уверен, что красивый дворец своим видом сможет положить конец войнам и междоусобицам. Наивный. Открыли дворец в 1913 году, а в 1914 началась Первая мировая. Рядом с дворцом горит вечный огонь мира. Вокруг него лежат камни из 196 стран, символ того, что мир зависит не только от международных судов, но и от каждой страны и каждого человека. Это было удивительно классно, что рядом с Дворцом мира растет дерево желаний мира, и каждый посетитель может написать свое пожелание о мире и повесить его на ветви. Со временем дерево буквально покрывается сотнями посланий со всего света. И для меня это был очень запоминающийся и, безусловно, эмоциональный момент. Хотя я понимала, что этот тренд на показную открытость продолжается повсюду в городе. На площади можно увидеть бюст Берты фон Зутнер, первой женщины, получившей Нобелевскую премию мира. Ее идеи о мирном разрешении конфликтов стали одним из символов Гааги, как мировой столицы мира и правосудия. Сейчас вы видите рабочий дворец короля Вильяма Александра. Прямо в центре мимо ходят обычные люди, играют в шахматы. Часто можно услышать, что нидерландская монархия – одна из самых открытых в Европе. И действительно, рабочий дворец короля находится прямо в центре города. Но, думаю, не нужно объяснять, что за этим милым дворцом скрываются огромные привилегии и бюджеты. Но вот около его жилой резиденции охрана не позволила мне сделать фотографию даже с улицы. Впрочем, это цветочки. Пойдемте ближе к парламенту и старым тюрьмам. Вот там впору завязывать глаза, потому что история этого города начинает пахнуть кровью. Это Хевангенпорт, одна из самых страшных средневековых тюрем Нидерландов. Именно здесь веками содержали тех, кто не угоден власти. И поверьте, стены этого места помнят крики, от которых стынет кровь. Перенесемся в 1672 год. В Нидерландах его до сих пор называют «год катастрофы».
Республика на грани уничтожения. На страну со всех сторон наступают французские войска короля Людовика XIV. Паника охватывает всю Гаагу. Конечно, толпе нужен козел отпущения. И народ быстро находит виноватых – двух братьев, которые управляли страной. Этими людьми были Ян и Корнелис де Вит, блестящие политики и интеллектуалы, которые годами строили Голландскую республику. Но толпе не нужны аргументы, когда в крови играет страх. Разъяренная толпа собирается у Гевангенпорта. Ян де Вит приехал сюда, чтобы забрать своего брата Корнелиса, которого только что приговорили к изгнанию. Но вместо свободы братьев ждет расправа. Их силой выводят из тюрьмы и убивают прямо на площади Бюйтенхоф. Затем тела подвешивают за ноги на всеобщее обозрение. По свидетельствам современников, толпа изуродовала тела, а некоторые участники забрали части останков, как жуткие сувениры. Несколько исторических источников также утверждают, что отдельные люди демонстративно съели части тел погибших, считая это актом так называемой народной справедливости. Сегодня этот эпизод считается одной из самых мрачных страниц в истории Нидерландов. Сейчас на этой площади стоит памятник Яну де Виту. И если присмотреться, по одной из версий он указывает пальцами в ту сторону, где в 1672 году его вместе с братом растерзала толпа. Вдумайтесь в это. Город, который сегодня учит весь мир правам человека и гуманизму, в 17 веке буквально устроил каннибальский суд Линча над своими же лучшими умами. И самое страшное, знаете что? Ни один из организаторов этой расправы так и не был по-настоящему наказан. Добро пожаловать в реальную Гаагу. Расправа над братьями де Вит была лишь симптомом. Настоящая болезнь голливудской элиты крылась глубже, в жажде абсолютного контроля и денег. Ведь за каждым красивым особняком в Гааге стояла циничная бизнес-модель в истории человечества. Маурицхёйс. Сегодня тысячи туристов приходят, чтобы увидеть девушку с жемчужной сережкой. Но на самом деле дворец появился задолго до музея. Его построил Йохан Мориц Нассау-Зингер, губернатор голландской колонии в Бразилии. Историки считают, что его состояние было тесно связано с колониальной экономикой, основанной на производстве сахара и, задумайтесь, эксплуатации труда порабощенных африканцев. Вот такая она правда жизни. Дворец, построенный человеком, чье имя связано с работорговлей, сегодня хранит одну из самых известных картин в мире. Мы восхищаемся голландским золотым веком, шедеврами живописи, но ради монополии на специи и сахар голландские колонизаторы стирали с лица земли целые народы, устраивая кровавые чистки ради наживы. Гаага упаковала темное прошлое в высокое искусство и продает его туристам под видом чистой эстетики. Прошли столетия, рухнули империи, но город нашел гениальный способ остаться у руля. Международный уголовный суд. Здесь судят именно людей. Он выглядит на самом деле как бизнес-центр. У этого суда есть право судить кого угодно. Президента, генерала, кого хочешь. Но у него нет своей полиции совсем. Он не может никого арестовать, только выписать ордер и надеяться, что кто-то другой его исполнит. И здесь возникает вопрос, который сегодня все чаще звучит в странах глобального юга. Почему Международный уголовный суд чаще оказывается в центре дел, связанных с лидерами одних государств, тогда как в отношении представителей других стран расследования либо не начинаются, либо не доходят до суда? Одни объясняют это юрисдикцией и ограничениями самого суда, другие считают, что международное право до сих пор не свободно от влияния мировой политики. И здесь, Малики, мне бы было очень интересно узнать ваше мнение. Верите ли вы в честность международного правосудия? Напишите в комментариях, обязательно почитаю. Кстати, на канале все видео удобно собраны по плейлистам, по странам, а в них города. Так что, если вам нравятся истории, необычные факты и путешествия без банальных маршрутов, загляните туда. Возможно, найдете для себя еще что-то интересное. Я заметила, что Гаага умеет мастерски прятать свои противоположности. Стоит отъехать всего на 10 минут от центра с его судами и офисами, и вы попадаете в параллельную вселенную. Здесь живут современные хозяева жизни, олигархи и послы, скрываясь за километрами идеальных живых изгородей.
А вот это место туристы обходят стороной. Добро пожаловать в Схевенинген. Прямо у побережья находится Оранье-Хотел. Страшная тюрьма времен Второй мировой. Название Оранье-Хотел появилось как горькая ирония самих заключенных. Никакого отеля здесь, конечно, не было. За этим фасадом скрывается не менее мрачная страница истории Нидерландов. Во время оккупации сюда привозили тех, кто сопротивлялся нацистскому режиму. Допросы, одиночные камеры, ожидание приговора. Через Оранье-Хотел прошли около 25 тысяч заключенных, и далеко не все вышли отсюда живыми. И вот опять парадокс. Гаагу сегодня называют мировой столицей правосудия, но менее века назад в этом городе существовала тюрьма, где закон переставал что-либо значить. Здесь держали людей, чья вина зачастую заключалась лишь в том, что они не согласились молчать. А прямо под дюнами и пляжами тянется сеть секретных немецких бункеров. Во время оккупации местная бюрократия удивительно быстро и бесшумно адаптировалась к новым правилам, пока тысячи людей проходили через застенки Оранье-Хотеля. Эти бункеры были частью немецкой системы обороны Атлантического вала. Во время Второй мировой войны немцы опасались высадки союзников на побережье Нидерландов, поэтому вдоль Северного моря и построили тысячи укреплений от Норвегии до Франции. Цели были разные, от наблюдательных командных пунктов, артиллерийских позиций, укрытия для солдат до складов боеприпасов и оборудования. Сегодня эти бетонные глыбы засыпаны песком и стоят у самого моря, как шрамы, которые голландцы предпочли бы забыть. И вот в этом вся Гаага. С одной стороны, стерильные залы суда, где решают судьбу планеты. С другой – элитные парки для избранных. А с третьей – холодное море и бетонные шрамы войны, которые смывают прибоем, но никак не получается стереть из истории. Ну а мы с вами возвращаемся в центр, чтобы подвести наш главный итог проверки. Смайлики, я думаю, что вы поняли, что Гаага – это город, который научился носить безупречный костюм судьи и продавать нам шедевры искусства. Но под этим глянцем прячутся шрамы от кровавых расправ над министрами, золото колониального рабства, тени нацистских тюрем и холодный бетон войны. Да, город-хищник, который понял, проще судить других с высокой трибуны, чем отвечать за собственное прошлое. Сегодня вы увидели Гаагу совсем с другой стороны, с которой ее не показывают на тревел-каналах. Но возникает другой вопрос, а стоит ли вообще сюда ехать туристу? Если уже знаешь настоящую, сложную и порой страшную историю этого города. Именно это мы и проверим в следующем выпуске. Пока, смайлики, до следующей пятницы.